Дорогие друзья, я рад вас приветствовать в третьем блоке. И мы с вами начинаем говорить про белок. Как вы понимаете, белок это штука очень-очень важная. Мы с вами сегодня будем говорить про функции белка, мы будем говорить про синтез и про распад. И вы понимаете, что это уже что-то со знаком плюс и со знаком минус. Хотя я вас постараюсь увести от черно-белого мышления, и мы поймем, что да, мы в целом за синтез, но как бы и не против распада, что это совершенно естественные вещи. Поговорим, зачем нам вообще нужен белок, каковы его функции. Мне хотелось бы, чтобы вы понимали, почему вы получаете те назначения по потреблению белка, которые вы получаете, и почему им лучше бы их придерживаться в целом всю жизнь, да, что так будет полезнее со всех сторон. Я начну вот с такой цитаты. Она может показаться немножечко неприятненькой. Опять же, я не знаю, как вы относитесь к этому товарищу. Возможно, многие к нему относятся не слишком хорошо, но цитата интересная. Жизнь – это способ существования белковых тел. И, в общем-то, с ней довольно трудно спорить. Спорить мы не будем, мы двинемся дальше. Итак, белок у нас считается макронутриентом номер один. И не просто потому, что мы сначала говорим про него, а потом уже про жиры и углеводы, да? А в целом из-за его важности. Слово белок, протеин происходит от греческого протеос, главный первостепенный. И действительно, протеин для нас является главенствующим макроэлементом и с точки зрения доброго здравия, долгих лет жизни, функционирования и с точки зрения построения фигуры. Белок у нас незаменимый макронутриент. Вы помните, что человек может жить без питания углеводной пищей, да, некоторые минимум глюкозы синтезируются, ну, если я вам еще не говорил, знаете, с белком так не получится, и неграмотный выбор белковых источников неизменно приводит к проблемам со здоровьем. Даже несмотря на то, что некоторые товарищи утверждают, что прекрасно себя чувствуют, нет, в итоге проблемы со здоровьем обостряются, иногда это занимает годы, но тем не менее, да. Если мы годы проводим в дефиците, даже в небольшом, суммарно это накапливается и начинает вылезать в духе самых разных болезней, недомоганий, проблем со здоровьем. Опять же, я не устану говорить, да, несмотря на то, что физикал мы здесь никого не лечим, почему-то получается, что зачастую 4 месяцев хватает для того, чтобы у человека прекратилась какая-нибудь хроника, которая его преследовала годами. И, в общем-то, здесь никакой магии нет. Просто мы создаем ту базу питания, которой у человека не было на протяжении лет или десятилетий. 40% белка, запасенного в теле, приходится на мышечную ткань, 25%, четверть, приходится на органы, остальное преимущественно на кожу и на кровь. Далее, про белок. Я напомню, что нас интересует для количественного изменения тела. Какую планку мы вам выдали первой? Мы вам выдали планку по калориям. Почему так? Если у нас избыток входящей энергии, мы ее запасаем. В виде каких-то тканей мы физически увеличиваемся. Если мы находимся в дефиците входящей энергии, тратим больше, чем потребляем, мы уменьшаемся физически. Мы расходуем запасенное. Поэтому для количественного изменения нашего тела нас интересует прежде всего баланс калорий. Это вот основное, главное, да, основополагающий принцип. А вот для качественного изменения тела, вот здесь уже играет роль потребления белка и силовой тренинг. На самом деле силовой тренинг, наверное, даже несколько важнее, потому что это тот стимул, который перетягивает одеяло на себя. Не знаю, в хорошем смысле, наверное. Но так как большинство людей тренируются явно не всю жизнь, очень многие участники не тренируются, а вот питаемся мы постоянно, каждый день, с первого и до последнего дня. Здесь белок, естественно, выходит на первый план как нечто основополагающее. И да, белок влияет на композицию фигуры. Короче говоря, у белка огромное количество функций, мы про них поговорим. Его недостаток напрямую влияет на картинку, на то, какие мы на ощупь, как мы отражаемся в зеркале, какое распределение у нас идет в пользу мышц и в пользу жира. Но также у него очень великое влияние на здоровье.
гарантированно, если ты не доедаешь белок и не тренируешься, ты начинаешь испытывать проблемы со здоровьем. Они обязательно придут. Если ты не наедаешь свой белок, но тренируешься, как я уже сказал, силовой стимул, он очень-очень сильный, да, он перетягивает это дело на себя. Организм все равно возьмет эти белковые ресурсы, катаболизируя некие другие ткани, скажем так, да, ослабляя приоритет некоторых функций, к примеру, той же самой репродуктивной или иммунной. Он построит то, что мы сказали ему построить, да, потому что силовой тренинг это прежде всего стимул к определенной адаптации. Поэтому организм твой возьмет за счет других функций, и в итоге можно испытать что? Те самые проблемы со здоровьем. Как правило, адепты фитнеса, они в этом смысле защищены, потому что у нас в фитнес-культуре, в бодибилдинг-культуре есть буквально культ потребления белка, больше белка. Это не всегда настолько, зачастую они перебирают, но, по крайней мере, с этой стороны они защищены. Если мы смотрим на, 80-90% населения, то белок не доедается хронически. И это идет, еще от наших, наверное, бабушек, дедушек, каких-то послевоенных лет, да, когда людям удавалось поесть мясо раз в неделю, когда вполне себе мясной пищей считались какие-нибудь потрошки, пупочки, в общем, просто какие-то элементы. И, конечно же, это не полноценный рацион. Мы с вами попытаемся это исправить, потому что многие люди живут в подобной же парадигме, не отдавая себе отчет в том, что им чего-то не хватает, а на самом деле не хватает. Я не буду долго задерживаться на этой иллюстрации. Здесь, если вам захочется, вы можете нажать паузу и просто посмотреть на классификацию белков. То есть у нас есть структурные, которые, в общем-то, выполняют, собственно, структурные функции. Скелетная мускулатура, та, которая может быть сокращена, сознательная. Мускулатура сердца, миокард, она по своей сути сократительная, но мы не можем ее управлять сознательно. Гладкая мускулатура, то есть мускулатура, которая окружает наши органы, сосуды, к счастью, мы не можем управлять ей сознательно, она бессознательно прекрасно справляется. Также у нас белки группы коллагена, эластин, все то, что у нас касается костной ткани, связочного аппарата. И корпускулярные белки. Сейчас мы поговорим про них отдельно. Давайте переключимся вот на этот слайд. Важные неструктурные функции белка перечислены здесь. Транспортная функция. Гемоглобин, глобулины, липопротеины, альбумины. Возможно, вы все эти названия слышали. Это все относится к белкам. Ферментативная функция. Почти все виды энзимов. Лактаза. Фермент, который расщепляет лактозу, да, молочный углевод, молочный сахар. Пептидазы, липопротеин, липазы и так далее, и так далее. Все эти ферменты имеют белковую структуру. Что происходит, когда мы не доедаем белок? Какие-то из этих функций стабильно начинают страдать. Гормональная. Инсулин, гормон роста, адреналин имеют белковую основу. Сигнальная. Нейромедиаторы, норадреналин, серотонин, цитокины, иммунная функция, буферная функция, которая поддерживает тот самый кислотно-щелочной баланс. Буферная функция, наверное, может пострадать в последнюю очередь, потому что если она нарушится, скорее всего, мы довольно быстро умрем. Именно поэтому закисление, ощелачивание организма это, на самом деле, совершенно пустая идея, которая не имеет под собой никакого основания. Организм очень хорошо держит тело в балансе, но за счет вот этой вот функции. Скорее всего, какие-то другие откажут первыми, а это уже в последнюю очередь. Поговорим про аминокислотный состав. Белки состоят из аминокислот. Как вы понимаете, белки бывают очень разные, выполняют очень разные функции, но они состоят из аминокислот, коих, в общем-то, достаточно фиксированное количество. Но в зависимости от того, в каком порядке они сложены, мы получаем тот или иной белок с той или иной функцией. Как я уже сказал, аминокислоты это как кирпичики, из которых можно собрать дом, жилой, склад, сарай,
В общем, строение самого разного назначения. Когда мы съедаем белок в ЖКТ, он разбирается на эти самые отдельные аминокислоты, кирпичики, либо также бывает усваиваются короткие пептидные цепочки, то есть соединения из 2-3 аминокислот. Таким образом, эти кирпичики являются строительным материалом, и они будут собраны там, где это необходимо. Ну вот вы можете обратить внимание на иллюстрацию, она буквально прекрасна. Было дерево, изготовили отдельные доски, и доски встали туда, где они нужны. То же самое, был источник белка, был разобран на аминокислоты, и они были встроены в мышечную ткань, там, где они нужны. Часть аминокислот являются заменимыми, то есть они могут синтезироваться в организме из других аминокислот. Часть являются незаменимыми, и они должны попадать в организм вместе с пищей. Поэтому источник для нас очень важен. Опять же, да, сейчас по классификации у нас 9 аминокислот у нас относятся к незаменимым. 2 звездочками отмечены те самые БЦА, аминокислоты с разветвленной цепью. Просто чтобы вы понимали, что они относятся к незаменимым аминокислотам. И еще 11 относятся к заменимым. Некоторые из них условно заменимые. Что это значит? Это значит, что они становятся незаменимыми в ряде условий. Какие-то в детском возрасте все еще являются незаменимыми, а потом уже могут стать синтезируемыми. Какие-то становятся незаменимыми при болезнях, то есть перестают синтезироваться. Ну, в общем, чтобы вы понимали, практически 50 на 50. Далее, поговорим про оборот белка в теле. Собственно, про синтез и распад. Мы приближаемся, можно сказать, к основной теме. Белковый синтез – это построение тканей. Белковый распад – разрушение тканей. Синтез и распад – это не тумблер. Это не черное и белое. Это процессы, которые происходят одновременно. Какие-то ткани у нас постоянно катаболизируются, то есть разбираются на аминокислоты, какие-то наоборот постоянно собираются. Мышечный синтез, то есть мы покачали там, не знаю, например, бицепс, да, у нас произошло локальное повышение мышечного синтеза. Это всего лишь часть общего белкового синтеза, оборота белка в теле. Так как синтез и распад происходят одновременно и непрерывно, их сумма, ну или разность, да, например, там, если одно с плюсом считать, другое с минусом, это и есть оборот белка. И он может быть положительный, он может быть отрицательный. В целом мы заинтересованы в том, чтобы синтез превосходил распад. Мы говорим про обновление тканей организма. Можно даже с такой точки зрения зайти. Мы в принципе заинтересованы и в достаточно большом распаде, и в еще большем синтезе. Мы заинтересованы в обновлении тканей организма. То есть мы говорим не только о мышцах, но и об органах, о костной ткани, о наших суставах, то есть о соединительной ткани, мы говорим о коже, о ногтях, о волосах. Опять же, да, когда мы смотрим на результаты участников Physical, очень многие говорят о том, что состояние кожи, волос и так далее улучшилось во многом благодаря вот этой норме по белку, которая теперь восполняется. До этого не восполнялось, и что-то из этого страдало. Поэтому еще раз, мы заинтересованы в положительном обороте, касающемся организма целиком, а не только вот локального мышечного синтеза, который, в общем-то, довольно ограничен. Ну, как вы понимаете, да, человек, который качается, например, в 10 раз больше другого человека, не вырастет в 10 раз быстрее. А человек, который ест в 10 раз больше белка, не вырастет в 10 раз быстрее. Ну, определенное преимущество будет, но оно довольно ограничено. Опять же, говоря про положительный оборот, про превосходство синтеза над распадом, тут тоже могут быть нюансы. К примеру, рост опухолей тоже будет формально относиться к синтезу, который, опять же, имеет скорее положительное значение, да, но мы этого не хотим. Но это все частности, оговорки, в общем и целом мы заинтересованы, конечно же, в положительном значении. Поговорим про оборот мышечного белка. Здесь, как видите, опять у нас иллюстрация с тем самым бодибилдером, у которого очень большой индекс массы тела.
Оборот мышечного белка это часть от общего. Он волнует нас с точки зрения построения фигуры, с точки зрения красоты. Ну, с точки зрения силы тоже, в общем-то, интересует, да, потому что гипертрофия и рост силы, они, как правило, очень связаны. Вообще, очень многое связано между собой. Мы ищем положительное значение разности между синтезом и распадом, либо положительное значение оборота мышечного белка. В этом смысле, чем сильнее повышен синтез и чем сильнее снижен распад, тем лучше. Как я уже сказал, мышечный синтез – это механизм адаптации к силовой нагрузке, и он происходит локально. Существует целый ряд довольно забавных заблуждений из серии «Если ты хочешь, чтобы у тебя росли плечи, ты должен приседать со штангой». Нет, на самом деле нет. То, что мы стимулируем, то и растет. Но если вы посмотрите на соревнования бодибилдеров-колясочников, да, которые в силу травмы не могут ходить, у которых совершенно атрофированы ноги, их невозможно качать, они не работают. Они имеют очень внушительные руки, очень внушительные плечи. Как-то они их накачали без приседов. Поэтому силовой тренинг – это специфический стресс, это сигнал к адаптации. Но повышение мышечного синтеза происходит локально. И, к примеру, чтобы вы понимали, да, когда мы даем нагрузку, у нас происходит силовой стимул, уровень мышечного синтеза повышается. Но так как мы повреждаем мышечную ткань в какой-то степени, и уровень распада тоже повышается. Если вы вспомните классический день ног у бодибилдера, то есть когда очень много упражнений на ноги, после которых человек еле ходит, и через день у него адские мышечные боли, зачастую в данном случае это не стимуляция, да, это уже прямое повреждение, и мышечный распад превосходит мышечный синтез. Но, естественно, да, потом в итоге синтез превзойдет распад, но просто мы увеличиваем время, в течение которого мышца избыточно повреждена. И нужно сначала отремонтировать повреждение, а потом уже происходит специфическая адаптация, рост силы и так далее. Вот. Поэтому, в общем и целом, если мы рассматриваем случай с тренингом и с тем, чтобы у нас эффективно росла мышечная ткань, мы в целом заинтересованы в повышенном синтезе и в сниженном распаде. Просто дальше мы будем говорить об этом отдельно. И про синтез, и про распад. Белок у нас источник строительного материала. Мы потренировались. Нам нужно нарастить, восполнить, отремонтировать. Белок как раз дает те самые аминокислоты, которые были встроены. И точно так же белок – это независимый стимулятор мышечного синтеза. Если тренинг повышает синтез в отдельно взятой части тела, которую мы потренировали, то употребление белка повышает уровень мышечного синтеза во всем теле целиком. Опять же, распад, как я уже сказал, не является чем-то однозначно негативным. Процесс обновления ткани, вот он именно такой. Организм постоянно занят разрушением тканей для собственных нужд, для получения тех самых кирпичиков, для того, чтобы их перенаправить туда, где нужнее. И у нас есть специфический аминокислотный пул в плазме крови и в межклеточной жидкости, то есть у нас постоянно циркулирует порядка 150 грамм доступных аминокислот, и они доступны на срочные нужды. Однако без достаточного количества белка, поступающего вместе с пищей, общий баланс никогда не будет положительным. Он будет отрицательным, и мы будем постепенно где-то в чем-то терять. Ну и чтобы вы понимали, да, давайте подытожим. Оборот белка – это белковый синтез минус белковый распад. Ну, я думаю, что вы уже более или менее запомнили. Также важное уточнение. Повышение уровня мышечного синтеза мало коррелирует с общим белковым синтезом в теле. Как я говорил еще в самом начале, да, мы можем с помощью тренинга оттянуть белковые ресурсы на рост мышечной ткани, но это не значит, что у нас достаточно ресурсов, достаточно белка поступает из рациона для того, чтобы погасить все нужды организма. Таким образом, общий белковый синтез в теле может иметь отрицательное значение. К примеру, мы не доедаем белок, но в отдельно взятой мышечной группе там может быть плюс, потому что мы потренировались, к примеру, потренировались грамотно, да, и локально уровень мышечного синтеза там повышен.
Говорим отдельно про синтез. Фактически мышечный рост коррелирует с уровнем положительного повышения мышечного синтеза. То есть мы можем сказать, что эти штуки взаимозависимыми. Тренировка, силовой тренинг, да, поднимает уровень мышечного синтеза как минимум на 24 часа. И это значение для очень-очень тренированных людей. Человек не тренированный может иметь повышенный мышечный синтез в отдельно взятой мышечной группы даже в течение недели. Но это значение очень быстро спадает. И, в общем-то, если мы говорим о среднем тренирующемся, да, у него мышечный синтез может быть повышен в течение 48 и 72 часов, то есть 2-3 дня. Именно поэтому, возможно, вы уже натыкались на большое количество статей о том, что каждую мышечную группу полезно тренировать дважды в неделю. Не один раз в неделю, как классический сплит нам велит, да, а вот хотя бы дважды. Отстающие мышечные группы можно даже трижды, если они успевают восстанавливаться. Но про тренинг это у нас отдельная история. Употребление белка совместно с тренировкой поднимает уровень мышечного синтеза еще сильнее, и все это продлевается дольше. Из исследований, которые в некотором смысле ведут в тупик, я далее объясню почему. Просто из исследований мы знаем, что возможность белка к стимулированию мышечного синтеза, она очень ограничена. Ну, так же, как и тренинг, да, если мы тренируемся просто слишком много, мы начинаем не стимулировать, а аннигилировать, да, мышечный распад превышает синтез, поэтому мы должны тренироваться по-умному, возможно, беспощадно по отношению к себе, но дозировать очень тщательно, чтобы это было просто оптимально. Ну, все вы знаете, что можно сделать с дуру, и вот многие, пытаясь начать новую жизнь, именно так и делают. Так вот, максимизация синтеза, даже после тренировки, да, наступает при употреблении всего лишь 20 грамм белка. Из высококачественного источника, конечно же, да, мы имеем в виду полноценный. Если мы при этом потребляем 40 грамм белка, то есть в 2 раза больше белка, мы получаем дополнительную прибавку в мышечном синтезе всего лишь от 10 до 20%. Ну, если из исследований там, от 11 до 20%. Причем 20% это из исследований, которые смотрели на тренировку full body, то есть когда мы давали нагрузку всем мышечным группам, и вот тогда повышенное количество белка давало немножко больше эффект. И кажется, что, ладно, хорошо, там в 2 раза больше белка, дальше этот эффект еще сильнее снижается. Что такое всего лишь плюс 20%? Но мы к этому вернемся чуть больше. По идее, если мы можем каждый раз получать плюс 20% с каждой тренировки, а тренируемся мы минимум трижды в неделю и делаем это 30 лет своей жизни, можно уже прикинуть, что в итоге, наверное, какая-то разница будет в пользу немножко большего потребления белка. Хотя это не единственный его плюс. Давайте немножко отклонимся и поговорим о роли лейцина, потому что она в разговоре про мышечный синтез очень важна. Мышечный синтез запускается тогда, когда мы получаем достаточную порцию лейцина вместе с другими незаменимыми аминокислотами. Сама незаменимая аминокислота лейцин выполняет функцию ключа в замке зажигания. То есть мы запускаем процесс мышечного синтеза. Представьте, что у нас есть автомобиль, мы вставляем ключ, поворачиваем его. Вот почему мы вам говорим, давайте, дорогие друзья, есть 25 грамм белка на порцию и более. И причем желательно из полноценных источников. Для того, чтобы получить достаточное количество лейцина. Исследования чуть-чуть отличаются. Средняя цифра, которая называется, это 2 грамма лейцина. Специально считать мы это не будем. Мы для этого как раз сделали нашу минимальную порцию. Таким образом, ключ зажигания повернули. Все, автомобиль может ехать. Однако, по аналогии с автомобилем, да, у нас есть еще другие узлы и агрегаты. Нам нужно, чтобы было рулевое колесо, все 4 колеса, нам нужно топливо в баке, иначе мы, к примеру, заведем двигатель, но никуда не сможем поехать. Или если у нас очень мало бензина в баке, машина очень быстро остановится. Вот за это отвечает полноценный аминокислотный профиль белка. Именно поэтому мы выделяем там полноценные источники, неполноценные источники. Или говорим, что вот этот источник белка лучше, чем вот этот источник. Тот, который более полноценный, он дает нам возможность более эффективно расти, существовать. В общем-то, как-то так. 2 грамма лейцина — это ориентировочно 20
грамм животного белка или 40 грамм растительного белка. Опять же, да, в разных продуктах содержание немножко отличается. Ну, тут как и со всем остальным. 25 грамм белка, которое мы стабильно рекомендуем, это то самое и немножечко с запасом. Ну, просто потому что, да, к примеру, 25 грамм белка в смешанном приеме пищи, это может быть комбинация и животного источника, и растительного источника. Ну и обычно это все работает очень даже хорошо. А вот теперь давайте поговорим про распад мышечного белка. Что мы про него знаем? В голодном состоянии или на низком уровне инсулина катаболизм, то есть когда мы катаболизация тканей, да, достаточно велика. Но как только уровень инсулина подпрыгивает, достигает неких средних значений, то есть не обязательно очень высоких, распад сокращается вдвое, и дальнейшее увеличение концентрации инсулина роли уже не играет. И снова здесь бывают спекуляции на эту тему. Ну, к примеру, да, мы с вами еще будем говорить о БЦА, о его довольно-таки бесполезности. Ну, к примеру, те, кто за, говорят, вот БЦА снижает катаболизм, очень важная штука. Снижает не БЦА, снижает то, что БЦА очень инсулиногенный, инсулин поднимается. Опять же, липолиз сокращается, то, о чем мы с вами говорили на первых лекциях. Просто роль инсулина, сберегающая, запасающая. Инсулин поднялся, мышечный распад тоже снизился. Это может быть белок, это может быть любой углевод. То, что поднимает инсулин, автоматически снижает мышечный распад. И снижает его значительно. Вот здесь вот на графике вы можете посмотреть, опять же, вы можете потом занырнуть буквально в исследование. Поэтому распад легко сократить с помощью практически любого приема пищи, и не обязательно белковой. Достаточно даже небольшого количества этого гормона, чтобы все получилось. Таким образом, принятый в пищу белок зачастую снижает распад не потому, что это белок, а потому что белок сам по себе инсулиногенный. Возможно, для кого-то из слушателей это сюрприз. Инсулин у нас поднимается не только с углеводов, с белка он поднимается ничуть не меньше. Если мы смотрим в исследования, то говядина, к примеру, дает выброс инсулина примерно равный рису, кажется, бурому рису. Молочка чудовищно инсулиногенна, то есть молоко, творог, протеин, это все очень большой всплеск инсулина. Опять же, мы с вами люди здравомыслящие, нельзя запасти то, чего нет. Если мы в дефиците энергии, нам плевать на инсулин. Мы знаем, что количество инсулина никак не влияет на то, насколько мы зажиреем или не зажиреем. Но если вы все еще, у вас есть какие-то ошибочные верования, продолжайте смотреть лекции, скоро они у вас закончатся. Однако, есть и другая группа исследований, которая смотрит предельно и прицельно в количество белка на порцию и в то, насколько дальше снижается распад. И получается, что чем выше порция белка, чем больше порция белка, тем сильнее снижается мышечный распад. Вот здесь уже такой функции у углеводов, например, нет. Они дали свой выброс инсулина. Да, распад значительно снизился, безусловно, очень важно. Но если мы хотим все сильнее подавлять именно мышечный распад, вот здесь крупная порция белка нам на пользу. Вот эти ссылки, насколько я помню, они на исследования, которые смотрели в употребление говяжьих котлет, и как раз там сравнивали те самые порции, насколько я помню, 35-40 грамм. То есть уже большая порция полноценного белка, но с относительно медленным высвобождением. И порцию из 70 грамм белка из тех же самых говяжьих котлет. И 70 грамм подавляли мышечный распад сильнее. И есть мнение, да, что чем больше, крупнее разовая порция белка, тем сильнее он подавляется. И снова я хочу привести вам пример. Если наш анаболизм, пусть это слово вас не пугает, это то, что касается того же самого мышечного роста, да. Если он зависит от вот этой разности между мышечным синтезом, который достаточно ограничен, который мы можем немножечко еще приподнять за счет дополнительной порции белка. Но распад мы можем снизить еще сильнее, опять же за счет большей порции белка. И вот здесь, скажем так, белок начинает иметь все большее и большее значение. Я прошу вас не игнорировать вот этот факт. Даже если вы не тренируетесь, возможно, вы сейчас смотрите эту лекцию такой, да я не тренируюсь, мне не нужна эта мышечная ткань.
мышечная ткань тебе нужна. Это вопрос твоего здоровья, вопрос твоего существования, твоего внешнего вида. Да, без силового тренинга, возможно, мы не получим супер-мега идеальную картинку, но, возможно, ты к ней и не стремишься. Но, тем не менее, вот эти нюансы про белок знать надо, и нужно их использовать себе на пользу. Поговорим немножечко про БЦА. Я спойлер сразу написал. Я думаю, что эта картинка может вам подсказать, ну, в общем-то, дать исчерпывающую картину, на что похоже употребление БЦА. Многие люди, особенно в мире фитнеса, считают, что это мощный антикатаболик. БЦА там повышает мышечный синтез. Я напоминаю, что БЦА это 3 аминокислоты. Лейцин, изолейцин, валин. И именно лейцин у нас ответственен за запуск мышечного синтеза. Что будет, если у нас с вами вот такой автомобиль без колес? Ну, мы завели и никуда не поехали. Вот то же самое, если мы пьем БЦА в изоляции. Ну или даже, если у нас просто полноценный прием пищи, то зачем нам БЦА? Мышечный синтез случился, дальнейшее повышение порции лейцина не играет никакой роли. Ну, то есть просто ноль. Нам он важен для запуска процесса, ну и дальше для просто аминокислотного баланса, чтобы все было в балансе. Другой хороший пример, да. Представьте, что у вас есть частный дом, что к дому подведено электричество и что оно включается рубильником. Вот лейцин или БЦА, в которое входит лейцин, это тот самый рубильник. Если дом обесточен, если во всем районе выключили свет, мы можем сколько угодно дергать этот рубильник, эффекта не будет. Если не хватает хотя бы одной аминокислоты из полного набора незаменимых, 9 незаменимых, это все равно, что на машине не хватает колеса, но она не поедет. Хорошо, можно сказать, что у нас есть тот самый аминокислотный пул, там есть некоторое количество свободных аминокислот, и что-то там из него можно извлечь. Тогда это можно сравнить с машиной, в которой очень-очень мало бензина, и которая, например, поедет, но заглохнет уже через 10 метров. За полноценным аминокислотным профилем, пожалуйста, на заправку, заправить полный бак, завестись и ехать долго и успешно. Есть еще одно исследование, кстати говоря, довольно интересное, которое предположило, ну, тоже очень своеобразный, очень крутое исследование, которое вот что рассказывает об БЦА. Ну, то есть, с одной стороны, у нас есть мнение, что БЦА не работает, ну, потому что у нас нет других аминокислот. Ну, значит, у нас недостаточно ресурса для того, чтобы запустить полноценно и реализовать полноценно мышечный синтез. Но с другой стороны, есть версия, что потребление БЦА ради покрытия нужд может усилить катаболизм других тканей, чтобы извлечь дополнительные аминокислоты, чтобы создать возможность для работы. Но все равно, да, для того, чтобы создать вот этот синтез, она все сильнее и сильнее и сильнее будет повышать распад, но синтез никогда не произойдет распад. И с этой точки зрения БЦА просто даже вредны. Поэтому позиция Physical Transformation, БЦА просто в топку. Абсолютно ненужная штука. Какие альтернативы, если вы вдруг привыкли их пить? Используйте ЕАА, то есть это все 9 незаменимых в баночке. Опять же, штука в целом полезная, но это все равно, что топить печку деньгами. То есть зачем нам 9 незаменимых аминокислот, если мы можем взять любой полноценный источник белка, тот же самый сывороточный протеин, который очень быстро усваивается, содержит просто все аминокислоты, причем достаточно идеальное их соотношение, потому что это молочка очень хороша, об этом мы будем говорить в следующих лекциях. И у нас получается все дешевле и эффективнее. Или просто у нас полноценный прием пищи с классным белковым источником, и тоже все здорово. Поэтому БЦА, извините, совершенно ненужное фуфло. Коллаген и коллагеновые добавки, работают ли они? Опять же, спойлер, да, но с оговорками. Это такая достаточно зыбкая тема, и смотря в какие исследования смотреть. Ну, давайте я начну с того, что обычно то, что имеет надпись коллаген, это то, что не нужно покупать. К примеру, мы видим, как продаются какие-нибудь фитнес-батончики, снеки, да, и на них пишут
повышенное содержание коллагена. Это рекламная уловка. С одной стороны, нам кажется, что, ну вот коллаген, это значит, мы покупаем и съедаем и протеиновый батончик, и получаем какой-то бонус для наших суставов, связок. Это же замечательно. На самом деле нет. Дело в том, что коллаген это неполноценный белок. Когда полноценный белок вытесняется им, это способ удешевления. Коллаген на самом деле очень дешев. Мы получаем продукт, в котором формально, к примеру, достаточно много белка, например, те же самые 25 грамм, но треть или половина или сколько-то там приходится на неполноценный. Таким образом, мы не можем рассчитывать на полноценную стимуляцию мышечного синтеза. Нам просто подсунули под видом чего-то хорошего объединенный набор. И, конечно, это не очень хорошо. Поэтому будьте бдительны. В этом смысле было бы хорошо, если бы вас было невозможно провести. С другой стороны, у коллагена в изоляции есть доказанная эффективность. То есть исследования, которые показывают положительное влияние на здоровье костной ткани, кожи, соединительной ткани. Как это происходит? То есть в механистических исследованиях, которые смотрят на фактически механизм действия, он показывает, что короткие пептидные цепочки из 2-3 аминокислот могут усваиваться целиком, и именно так происходит с пептидами коллагена. Таким образом, он может идти напрямую, встраиваться в нужные целевые места, усиливать синтез коллагена в ткани, потому что с возрастом, синтез и обновление коллагеновых структур у нас замедляется. Опять же, просто старение, влияние солнечного света, усиление морщин. И потенциально коллаген может иметь эффект. Но есть и другая группа исследований, которая демонстрирует отсутствие эффекта от использования коллагена. И основной причиной там считается просто достаточное количество белка в рационе. Если мы получаем все необходимые аминокислоты, то у организма достаточно ресурсов, чтобы насинтезировать то, что необходимо насинтезировать. Вот здесь у нас начинается диалог. То есть мы знаем, что бывают такие штуки, как я уже сказал, все белковые структуры, они собираются из тех же самых аминокислот, но в каком-то своем порядке. И этот порядок определяет дальнейшую функцию белка. Можно сказать, что у нас можно вспомнить. К примеру, гормон роста, соматотропин. Это тоже определенная последовательность аминокислот, которая делает гормон роста гормоном роста. Однако, сколько бы мы ни съели белка, его синтез вполне себе ограничен. Более того, его синтез снижается с годами. И если мы хотим получить много гормона роста, мы вынуждены брать готовые изделия и колоть его извне. И потом на анализах мы видим, что уровень гормона роста у нас вырос, инсулиноподобный фактор роста как следствие вырос, мы получаем какой-то эффект для здоровья. Но за счет большого количества белка в рационе, у нас сколько угодно аминокислот, они просто не идут туда. И то же самое со старением и синтезом коллагена. По идее, у нас может быть сколько угодно белка, но синтез коллагена все снижается, снижается и снижается. И опять же, с механистической точки зрения, коллаген, гидролизованный коллаген, потребленный извне, он может хотя бы отчасти скомпенсировать эту проблему. И вот здесь у нас есть самое яркое противоречие, что несмотря на то, что этот эффект наукой доказан, что он может быть, коллаген работает, вопрос, насколько он работает. Почти наверняка мы знаем, что еще никому коллагеновыми добавками не удалось обратить старость вспять. Или не удалось значительно избавиться от морщин. Или не удалось, я не знаю, восстановиться после серьезных травм, То есть эффект есть, но его величина, эта штука очень спорная. То есть некоторые говорят, что недобросовестные производители коллагена просто, он некачественный, там мало эффективного действующего вещества. Кто-то говорит, что вы просто мало употребляете. Но я думаю, что здесь у нас столкновение интересов производителей, рекламодателей и, собственно, здравого смысла. Поэтому в любом случае соблюдать норму по белку нужно. Это обеспечивает наш организм всеми необходимыми аминокислотами, чтобы наш организм не задумал, у него будут ресурсы для того, чтобы это собрать.
Что касается отдельного косметического эффекта коллагена, он пока не доказан, но и не опровергнут. Поэтому вы можете использовать коллаген, опираясь на собственное субъективное ощущение, но я бы не надеялся, не возлагал на него больших надежд, что он что-то сделает, к примеру, с вашими морщинами, если они уже есть, или тем более, да, с такими случаями, как там избыток обвисшей кожи. Очень частый вопрос: после похудения у меня лишняя кожа, и мы видим, что коллагеновые добавки тут особой погоды не делают. То есть это некая индивидуальная склонность, да, у кого-то эта кожа подтягивается очень быстро и эффективно, кому-то приходится делать хирургическую операцию и обрезать лишнее, увы. Вот, поэтому с оговорками, скорее, да, в некоторой степени работают, но эта степень достаточно сомнительная. Мое личное, крайне субъективное мнение, что добавки, которые направлены на укрепление суставов и связок, в том числе коллаген, субъективно для меня делают немножко хорошее, чуть-чуть меньше каких-то болей спортивных. Но опять же, да, величина достаточно сомнительная. Итак, мы с вами поговорили сейчас про синтез и про распад, и я бы хотел поговорить про рекомпозицию. Что такое рекомпозиция? Это, по моему мнению, самое лучшее из состояний, которое мы пытаемся достигнуть. То есть, когда у нас мышечный распад превышает мышечный синтез, мы теряем мышечную ткань, она атрофируется. И наоборот, синтез превышает распад, она прирастает. То, чего мы ищем. Очень долго бытовало мнение, что невозможно одновременно худеть, то есть обезжириваться, и приращивать мышечную ткань. Однако, это возможно. Это мнение, я, кстати говоря, даже не знаю, откуда оно больше пошло, из практики или из науки, но многие тренеры прекрасно знали, что у их подопечных прекрасно получается одновременно обезжириваться, становиться сильнее, крепче. Ну, просто это не было измерено. В то же время многие исследования демонстрировали то же самое, но их как-то не очень обобщали. Я могу сказать, что я только в 2020 году прочитал большой анализ исследований с конкретно выверенными рекомендациями по рекомпозиции, который писал прямо: да, подобный эффект существует. Причем существует даже для достаточно тренированных людей. Что нужно понимать? Раньше, ну это, наверное, это наиболее явный яркий случай рекомпозиции, да, либо человек с очень избыточной жировой массой худеет, одновременно тренируется, набирает ткань мышечную, либо это новичок, у которого очень большой потенциал к росту мышечной ткани, да, или это человек после долгого перерыва, у которого из-за мышечной памяти восстанавливаются мышцы, он, например, теряет жир и активно растет. Ну или это пользователь спортивной фармакологии. Там уже происходит некоторая магия, P-ratio позволяет одновременно терять жир, наращивать мышечную ткань. Однако, еще раз говорю, и большой пласт практики, и практики физика, кстати говоря, тоже мы это наблюдали просто постоянно. И большой пласт исследований показывает, что это более чем возможно. Когда мы находимся в дефиците, уровень мышечного синтеза снижается. Однако потребление белка его поднимает. Однако силовой тренинг его поднимает. Да, возможно, уровень мышечного синтеза будет ниже, чем если бы мы были на уровне поддержки или тем более в профиците. Даже наверняка он будет ниже. Однако он может иметь положительное значение. Мы будем в дефиците, и мы будем расходовать жировую ткань. При этом у нас есть достаточное количество белка, достаточно силовой стимул для того, чтобы приращивать мышечную. Я хочу, чтобы у вас не было иллюзий на этот счет. Опять же, если мы открываем то самое целевое исследование, мы видим целый ряд рекомендаций по достаточному потреблению белка. Мы для вас это сделаем, естественно. По достаточно эффективному тренингу, то есть должен быть силовой тренинг. Отнюдь не все участники физикла занимаются силовым тренингом. То есть уже вопрос, да, получится или нет. Даже если ты тренируешься, достаточно ли эффективно ты тренируешься, умеешь ли ты тренироваться, умеешь ли ты по-настоящему стимулировать свою мышечную ткань к росту. Еще есть такой фактор, как восстановление. Достаточно ли ты спишь? Потому что, к примеру, да, есть исследования, которые говорят о том, что когда сравниваются группы людей, которые спят 8 часов в сутки в среднем и 5,5,
ну, по крайней мере в будни, да, или спят по 5-6 часов в будни, но досыпают на выходных, оказывается, что при похудении те, кто не досыпают, теряют намного больше мышечной ткани и куда как меньше жировой. Те, кто спят хорошо, теряют много жировой и минимум мышечной. Ну, там, например, на нетренированных людях. И даже несмотря на тренинг, к примеру, подобное недовосстановление, подобный режим жизни жителя большого города, ну, может прямо сказываться на том, что никакой рекомпозиции не случится. Поэтому, просто чтобы вы знали, все наши рекомендации, все то, что мы выписываем под каждого конкретного человека, уже максимально нацелено на то, чтобы он словил рекомпозицию. Большой вопрос, получится, не получится. Опять же, да, величина дефицита. В прошлых лекциях я говорил, что она подбирается довольно индивидуально, в зависимости от существующего процента жира, от физической нагрузки и так далее, и так далее. Если у человека, который достаточно обезжирен, очень большой дефицит, шансы на то, что он прирастит мышечную ткань, а не потеряет, опять же, они становятся минимальными. Существует вопрос реализованности генетического потенциала человека, да, насколько он уже реализовал свой потенциал к росту мышечной ткани. Если он сильно реализован, рекомпозиции добиться сложнее. Поэтому, еще раз, мы с вами пытаемся поймать баланс, в любом случае пытаемся. У многих это получится, у многих нет. Мы и так сделали все, что могли для этого. Важное уточнение. Данная схема не является оптимальной для набора мышц. То есть, если ваша цель масса-набор, не нужно одновременно пытаться пожечь жир и прирастить мышечную ткань. Но если ваша цель обезжиривание, то лучше это сделать вот именно в таком ключе. Ну и так, просто итоговая, да, рекомпозиция даже на уровне поддержки. Ну, кстати говоря, рекомпозиция это не только про дефицит. К примеру, на уровне поддержки, я тоже неоднократно это говорил, многие люди воспринимают это как отсутствие движения, а оно им не является. Если у тебя есть достаточное количество белка, восстановления, силовой тренинг, ты прогрессируешь в силовых, можно заметить, как даже находясь примерно в том же весе, ты начинаешь, к примеру, уменьшаться в талии, увеличиваются силовые, меняется картинка. В ряде исследований, мы про них поговорим в следующих лекциях, при повышенном количестве белка и при достаточно большом уровне тренированности людей, видно, что даже в профиците, в массонаборе, они умудряются терять жировую ткань. То есть мышечная растет и жировая уменьшается в профиците. Что это, если не рекомпозиция? Поэтому, еще раз, да, эти понятия у нас несколько размыты. У нас есть не только плюс, минус, черное, белое, профицит, дефицит. Это все рычаги, и все это достаточно сложная система. Опять же, в целом мы заинтересованы в большем обороте, белковом обороте, больше тренинга и активности. Да, это выше распад, но больше белка, лучше восстановление, выше синтез. Более интенсивно идет обновление тканей. Получается жизнь на больших калориях. Короче говоря, это все многофакторная система, и все это играет нам на пользу. Ну и, как я сказал, да, уже в условиях дефицита калорий распад мышечной ткани не увеличивается. Более того, некоторые исследования показывают, что он, возможно, сокращается. Ну, как определенная, да, защитная функция. Другое дело, что мышечный синтез сокращается всего после 3 дней диеты. Но, опять же, чем мы можем это победить? Достаточным количеством белка и силовым тренингом. На этом, друзья, у меня к вам пока что все. Как видите, у нас опять довольно длинный список литературы. Вот это исследование про рекомпозицию. Тем, кто давно задавался вопросом, я рекомендую прочитать его целиком. Оно вот прям классное. Ну и спасибо большое за внимание. Увидимся в следующем эфире.